Пу-пу-пу-пу-пу. Владимира Смеркиса арестовали. Сегодня разберемся, что дальше будет с Bloom, будет ли дальше листинг, или этот проект вообще закроется, почему арестовали Смеркиса, какие причины, все, что известно к данному моменту. Поехали. Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo. Меня зовут Сергей Гирба. Сегодня мы будем разбираться с арестом Владимира Смеркиса. Ну а перед тем, как мы начнем, напоминаю, что в ролике вы будете видеть буквы. Эти буквы нужно собрать в слово. Это одно из слов сид-фразы. Смотрите 12 роликов, находите 12 слов. Ну а верный порядок я расскажу только в телеграм-канале. Поэтому подписываемся на мой телеграм-канал и на мой YouTube канал, следим за роликами, собираем 12 слов, и кто первый успеет, тот заберет крипту. Итак, что же случилось? Первым делом появилась новость, что Смеркис покидает Bloom. Я был немного шокирован, наверное, как и многие. Эта новость начала быстренько разлетаться. Я сначала подумал, что, наверное, это он так решил грамотно слиться перед тем, как будет ужасный листинг, чтобы к нему не было вопросов. Типа, вот какой красавчик, Bloom наверх тянул, а потом раз, и быстренько уходит, умывает руки, а листинг токен это уже не его рук дело. Но потом ситуация усугубилась, и мы увидели, что завели дело на Смеркиса по статье 159, часть 4. Это мошенничество в особо крупном размере через ОПГ. То есть реально серьезная статья. За такое даже в принципе инфо-цыган не сажают, которые вот налоги сейчас там не платят, у них все проще. Что же он там такого натворил? На данный момент нет еще информации, о чем это дело, и мы можем лишь строить предположения. Я думаю, что вряд ли прям за текущую деятельность по Блуму его забрали. Скорее всего, это какие-то старые дела. Ранее у него было 2 проекта, на которых он собрал много денег, и эти проекты ушли в небытие. Соответственно, потеряли люди деньги, там больше чем 10 миллионов долларов, по-моему, было собрано на 2 проектов. Это еще было в 17-18 годах, то есть довольно давно. Но так как суды и разбирательства долго работают, может быть, как раз дошли до этого дела. Второй вариант. Его прижали за продажу трафика. Например, он продавал трафик в Блуме за огромные деньги и наливал каких-то арабских ботов в телеграм-каналы. То есть, грубо говоря, к нему приходит рекламодатель, говорит: налей мне подписчиков из Блума. Дает ему 100 тысяч долларов. За это должны насыпать там несколько миллионов пользователей. Эти пользователи насыпаются, а по факту это боты. То есть это просто ферма ботов, которая нагоняется. И получается таким образом мошенничество, что развели на много денег рекламодателя. Но здесь тоже такое сомнительно двоякое дело тогда. Возможно, оно может быстро рассыпаться в таком случае. И третий вариант. Возможно, он натворил что-то такое, о чем мы еще не знаем, и потом еще скоро узнаем. Поэтому будем следить за этим делом, смотреть, что будет дальше. Тем не менее, команда Bloom уволила, можно сказать, его задним числом, чтобы он как бы был не при делах у самого Блума. Но ведь Bloom, по сути, это равно Смеркис. Потому что везде, где Смеркис и Bloom, это как единое целое. И если вы просто берете у проекта и SEO его просто убираете, то что будет с проектом? Да ничего хорошего. Команда заявила, что она не может никак комментировать дело Смеркиса, а просто будет продолжать дальше работать и договариваться с биржами ввиду новых обстоятельств. Таким образом, ТГЕ Блума может опять перенестись на неопределенный срок. Возможно, когда Смеркис выйдет из тюрьмы. У меня на канале есть ролик, где все о критериях дропа. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Там прям инструкция, как накрутить минималку, чтобы получить дроп. И все-таки, несмотря на то, что Смеркиса закрыли, есть небольшая вероятность, что все-таки токен будет выпущен и нам что-то насыпят. Поэтому выполняем все критерии и ждем, что нам насыпят. Ну а когда же будет листинг Bloom? Теперь это неизвестно. Я думаю, вряд ли они будут его выпускать прямо сейчас. Сейчас все будут ждать подробностей дел, что там происходит. Наверное, мы скоро уже узнаем, будут новые новости. Следите за моим телеграм-каналом, там я более оперативно расскажу о том, что происходит. Ну а сейчас предлагаю перейти в комментарии и расписать все, что вы думаете про это дело, за что его могли закрыть. Может, у вас есть какая-то инсайдерская информация, так что пишите в комментарии, буду все читать. Вообще в экосистеме Тон очень много мутных грязных схем, скамов и всего такого. Но обычно какие-то такие жесткие дела не заводятся.
Видимо, здесь реально что-то серьезное и реально есть какие-то доказательства, что его уже закрывают. И 20 мая уже вступил в силу приказ о том, что его нужно заключить под стражу. Мы же можем переключиться на реальную криптовалюту, на другие проекты, там, где мы можем заработать. У меня в телеграм-канале я пишу, в какие криптовалюты я захожу, где я фиксирую профит, где я фиксирую убытки. Также есть ролики предыдущие на канале. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, будете в курсе. В описании ролика или в закрепленном комментарии есть множество полезных ссылок специально для моих подписчиков. Ну а я желаю вам всем профита и до новых встреч.